Сначала папа разбился, а потом маму там пугали, что меня будут по кускам собирать. Мужчины терпят. Почему ты терпела? Ну, потому что некуда было идти. Я когда в ЖЭСе работала, в бытовке ночевала, и челюсть сломал. Друзья, всем привет! Вы снова на YouTube-канале Мусорщик. С вами Витек на связи. Этот YouTube-канал про свалку, про людей, которые на ней живут, все то, что можно на ней найти, как на этом деле заработать. Сегодня необычная история одной молодой девчонки, ей всего лишь 43 года, и 7 лет из них она живет на свалке. Ребят мои, не буду топтаться вокруг и около, не судите, судимыми не будете. Переходим к истории. Не забываем поставить лайк, написать комментарий, обязательно подписаться, чтобы не пропускать новые видеоролики. Поехали. Быть в лесу, да, Юль? Да, Тоже надо, правильно? надо, да. Мужу или свои? Нет, не мой размерчик. Я понял. Так, ну мы с тобой к беседе вернемся. Все расскажешь, да? Познакомимся и все расскажешь. Заканчивай, так сказать, работу, и будет перерывчик. Да, Мы уже с тобой один раз знакомились, да. но многие люди пишут, хотелось бы немножко поподробней. Ты не против? А что поподробней? Я пока не знаю в процессе разговора, ну вообще кто ты, что ты, как, зачем и почему. Ты не будешь против такого интервью? Нет. Все замечательно. В сегодняшнем видеоролике «Люди леса» у нас с вами, можно сказать, новая героиня. Вот она. Зовут ее Юля. Правильно? Да. Юля, привет. У тебя Привет. такие апартаменты на самом деле, ну, если взять в сравнении вот с Ленкой Чечней. Ну, прям у тебя вот тут такое. Апартаменты. Кажется, тоже палатка маленькая. Вот притянула этот матрас. Думала положить, а она не влазит. Не лазит, Но зараза. начала палатка по швам трещать. Думаю, Что, палатка крутая, на самом без деле. Я последней вижу это. палатки останусь. Но она слабенькая тоже вот. Если какой Ну да. ветер, так и унесет. Юлька, сколько тебе лет? Мне 43 будет в ноябре. А сама ты уроженец города Минска? Минска, Минчанка? да. А сколько лет ты уже тут живешь? Около 7. 7 лет живешь? Мгм, Из 43. То есть мгм, 36 лет тебе было, когда ты первый раз попала в лес. мгм. Обалдеть! Совсем молодая девчонка по факту. Ну, что сделаешь? Собственного жилья нету. Где жить? Хорошо, ну до 36 лет ты же где-то жила. У бывшего мужа. Все, Ага. разошлись. А он знал твою ситуацию о жилье? Конечно. Но никак тебя у себя не оставил. Нет. Нашел себе новую Юлю? Не знаю, наверное. Я понял. Ну, а ты хорошо, ты пробовал, ты работала где-то? На лотках работала, в ЖЭСе работала. А там служебку ничего не давали? М-м. Ну, а в ЖЭСе как-то. Хорошо. Давай по порядку. Ушла ты от бывшего мужа. Можешь рассказать вот свою историю, как развивалась твоя жизнь? Ну, чтобы мне понимать сначала вообще. Ну вот, попала на свалку. Нет, подожди. Вот ты работаешь, ты Ну. живешь с мужчиной. Но В какой-то момент что-то происходит. Вы там поругались как-то? поругались, он взял меня, выгнал. Мгм. Вот и все. Я осталась на улице. Очень коротко, конечно. М. Очень коротко содержание. А в это время ты была трудоустроена? В ЖЭСе. Он начал говорить, что мало зарабатываю, т.д. и т.п., что он один не может вытягивать оплату за квартиру, покупать еду, там вещи, то и сёе. Все, тут Слушай. люди посоветовали про свалку. Я приехала, Подожди, минуточку одну. Но поскольку ты минчанка, я уверен, что тебя, скорее всего, по видеоролику много кто узнает. И много кто знает, правильно? Наверное. Ну, наверное. Поэтому можно тебя попросить быть, ну, максимально откровенной, на самом деле, по-честному. Ну, правда. Но И вот смотри. Скажи, у меня вот первый вопрос. Вы когда жили, выпивали? ну, иногда, да. То есть, можешь ли ты сказать, что, наверное, виной всему тому, что произошло, спиртное или нет? Все выпивают, все в праздники выпивают. То есть, был ли перебор в твоей жизни спиртных напитков?
Было, конечно, потом плохо было. И, в общем-то, вот он не может один тянуть, М. и что он тебе говорит? Пошла, ну, все, уходи. Как это? Он же понимает, что ты на улицу уходишь. Руку прикладывал не один раз. Бил тебя? Да. Ты никуда не обращалась? Нет. А почему? Я никогда не понимал. Многих женщин мужики бьют. Правда. Это честно, вот, Юля. Это такое, ну, вот на самом деле. Почему женщины терпят? Почему ты терпела? Потому что некуда было идти. То есть от безысходности, Да. не от любви. Скорее всего, да. Ну, ты собралась как-то силами и Ну, ушла на всё. улицу. Да. Сильно бил. Нормально. И челюсть сломал. А он как-то... Ну, а все равно потом же вы мирились после вот побоев. Ну да, потому что, идти было некуда. Он как-то на утро свои действия оправдывал. Выгонит. Я когда в ЖЭСе работала, в бытовке ночевала. Пипец. Полный. Да. Полный пипец. Я знаю, у тебя есть ребенок. Мгм. Уже взрослый. Да. Это от него? Нет. Не от него. То есть до него еще был мужчина. Да. Ты родила. 22 года. Сыну 20. Ну, его, у тебя сына забрали? Были, да, забрали. Он жил в приемной семье. А сколько сыну было, когда его забрали? Ой. 10, по-моему. 10 лет. Мгм. То есть до 10-летнего возраста он жил с тобой. Мгм. А как так сложилось, случилось, что ну вот опека? Жили с мамой у отчима. Мгм. Мама умерла. Потом отчим умер. И все. И- С этого отчима дома его сын с невесткой выгнали. Да. И ты уже 7 лет здесь, в лесу. Да? Но ты, вот есть тут люди, как Лена Чечня. Вроде у нее и дом где-то там далеко есть. Но она говорит, что вот, ну, ей нравится. Пипец, я ее максимально не понимаю на самом деле. А тебе нравится так жить или просто это безысходность на самом деле? Безысходности, а куда деться? Просто от безысходности. Палатка, вот эти все матрасы. Да. Вот начали делать каркас. Будем строить домик. Мгм. Ну и вот я, ну, на той неделе разговаривал с Леной, да, чтобы помочь, ну вот ей тоже негде жить, чтобы помочь ей, вот может к вам как-то можно пристроиться. Я бы приехал, помог. Ты как Да. на это смотришь? Ну вот сбоку Нормально. чуть-чуть продлим, ну вот срубим там вот 2 деревца, скажем Нет, так. мы здесь просто хотим вход А, сделать. здесь будет вход. Ну тогда вон там одно деревце, тем еще и лучше. Всего лишь одно. Ну, А вон, да. если туда пойти, вообще деревья рубить не надо. Ну да. И вот пристроим ей что-нибудь такое небольшое. Как ты на это смотришь? Нормально. Ты не против такой Нет. соседки? Мы ж, почему рядом и поставили палатки? А ты бы могла вот со своим сожителем помочь немножко насобирать строительных материалов? А я в ближайшем будущем помог бы вам собрать на печку буржуйку. А у него ограничение до 3 килограммов. Да, я слышал, он уже после больницы. Да. Но тем не менее, вы совместными силами с Ленкой чего-нибудь чуть-чуть насобирать. С меня гвозди, пила, молоток. Я думаю, что подписчики скинутся, и мы бы вам одну вот на 2 будочки поставили буржуйку. Ну И да. тебе хорошо, и ей хорошо. Согласна? Конечно, Поможешь? да. Хорошо. Расскажи, как здесь в лесу, ну, у тебя, конечно, палатка. Относительно большая. Не, это просто вот. Это сделали навес, Мгм. чтобы, что-то ставить. Ага, ну тут такое, да, Ну, я понял. Как сейчас вообще в лесу вот устраиваешь ты свой день, например? Вот как он сегодня прошел? Уже по факту 4 часа вечера. с утра вот с Леной сходили на работу, поработали. Не, вы просыпаетесь. Ну, Холодно. нет, мы распаливаем сразу костер, Мгм. сделаем кофе или чай. Ну, кто что хочет. Покажешь? Вкратце и так. Ох, чуть не упал.
Друзья мои, пока Юля нас ведет на импровизированную кухню, вы в комментариях можете для нее позадавать вопросы. Я в следующем видеоролике обязательно спрошу. Ну вот у нас Ну да. типа да. камин. Типа камин. Классно, Вот. звучит классно. Типа камин. Вот решетка. Ставим решетку на камин, чтобы можно было чайник, кастрюлю Ну, поставить, понятно. Ну, сковородку. Тут ц- готовим. В целом понятно, молодцы. Так, позавтракали с утра, Да, пошли на работу. да. Вот недавно пришли. Что вам удалось сегодня добыть? Вот, пойдем. Похвастай. Да. Похвастай, что вам сегодня удалось добыть. Вот сегодня нашла такие галошики тепленькие, помыла. Класс. Твой размер? Да, кроссовки. вообще нулячие. Да и галоши неплохие. Ну, эти вот на работу тоже нашла. Вот фонарики от света заряжаются. От солнечных аккумуляторов, Да. да? Я так понимаю, они сейчас на зарядке. Да. Круто. А на чем заработать? Или за что купить покушать? Или, может быть, удалось найти что-то из еды? Вообще привозят нормальную, достойную еду? Ну да, Вот как, иногда привозят. допустим, Талия, она утверждает, что еды вот привозят прям, нормально. Бывает, что люди даже, я не могу сказать, что они зажрались, наверное, потому что бывает, молодежь от родителей остается. Вот я видел, у нее один раз была 3-литровая банка соленого сала. Прям. Вот, сегодня мы закаток нашли. Вот. Помидорки. Да. Это бурачки. Консервация, правильно? Да. Она ж не испортится. Вот. На бурщик. Мгм. Аджика. Хрен. Семена. На чем? Да, семена. Я обратил внимание, между прочим. Семена. Целый пакет, ребят. Тут вообще Да. просто. Всякие. Перцы, помидорки, цветочки. Вот, баклажаны. Мгм. Юлька, я это все знаю, но, в смысле, то, что хочу спросить, но для людей, можешь ответить? На чем удается заработать, если не секрет, то вот сколько, допустим, сегодня удалось что-то для заработка найти? Ну вот, металл. Это вы с Леной Чечней вдвоем. Да. Ну да, это я, как у Лены в прошлый раз Да. показывал, просто это все снимается в Алюминий. один день. Вот алюминий. Тут медь это потом обрежется, выпалится. Сколько ты планируешь на всем этом деле, если не секрет, заработать? Плюс-минус. Тут килограмма сколько? 2 алюминия будет? Алюминий. Ну, алюминий, наверное, да. Почем забирают? Рубля 1,5-2 дают за килограмм? Да. 4 рубля. А меди тут с полкилограмма, не больше. Да? Ну да. Ну вот еще алюминий тоже вот поотбивать вот эти штучки, чтобы чистое было. Ну, телефон еще нашла. Короче, в общей сложности Сейчас заработаешь еще- рублей 15. Еще покажу, телефон сегодня нашла. Да? Да. Скажи. Вот маленький такой, надо проверить, может работает. О, Ну да, окей, старенькая. с чехольчиком все. Юль, рублей 15 сегодня удастся тебе заработать? Ну, наверное, да. Открой тайну, на что потратишь? На что Ну и тратишься? деньги на телефон надо. Ну, сегодня, благо, нам попался батон, на хлеб уже не надо. Мгм. Неплохо. Пойдем, покажу. Пошли. С удовольствием. Так что мы уже с голоду с Леной не умрем. О, батон. Све- Хороший? Да, свеженький, все. Мгм. Неплохо. Целый пакет. Так что хлебушек у нас уже есть. Салка копченая. Это вот что Лена поотрезала, но сверху было плохое. Кинули собакам. Хорошо, что вы животных поддерживаете. Многие люди пишут, что вот животные Вот. Лука зеленого вон Лена сегодня Да, нашла. снимал. Я себе сегодня курточку нашла. Вот. Это она просто сохнет или ты ее уже успела постирать? Не, тупо стирала. А эту так, чтобы проветривалась. Неплохо. И такая же кепка тоже черная. Глянь, сколько их, попрошайки. 3 штучки.
Слушай, а это собаки уже местные или это те, которых выкинули люди уже? Не, это от нашей сучки. Это А, она это уже... родила. Да. Он мой носок грызет. Смотри какой. Райса. Хулиган. Я тебе в следующий раз колбасу привезу, чтобы ты не мой носок грыз. А скажи, Юль, люди выбрасывают животных на свалку? Да. Находите маленьких? Вот ихнюю маму выбросили в коробке. Ты нашла? Да. Она сразу не давалась в руки, а потом вот когда первый раз родила, начала в руки даваться. Ну, я так понимаю, те люди, которые живут в лесу, мимо вот такого не проходят. Никто, наверное. Ну да, Забирают, помогают. да. Ну вот и тут, что дикие собаки, у меня вон кошечек поели, Да? погрызли. Капец. Вот на днях мою пуговку съели, Ну. пока мы на работе были. У природы свои Да, законы. вот одна Анфиса осталась и все. Я же говорю, у природы свои законы, и тут не поспоришь. Так вот вещи попадаются, там полотенце, покрывало. А что бы хотела вот ты в своей жизни, по-честному? Вот хотела бы поменять свою жизнь? Ну, конечно, хотела бы свой собственный дом, чтобы свое жилье было, чтобы пришел в тепло. Тут когда да, тут хорошо, когда хорошая погода. Ну, А да. когда дожди, тут, конечно, не ахти. Холодно и мокро, и сам мокрый. Болеешь? Конечно. Болеешь? Вон и сопливая, и кашлятая. Ну, что сделаешь? А как с гигиеной, вот как ухаживаешь за собой? Тоже помыться, вот кажется. Такие вопросы, мне кажется, тут, ну, немаловажные. Ну вот за водой ходим, погрели воды, помылись, вот тазик, все есть. Как у меня в бабушках, как говорили, на човках. На човках. Только зимой немножко посложнее, да? Ну да. Юля, а на работу бы пошла? Уже как-то тут привыкла, что, как говорится, ни от кого не зависишь. Сам сколько заработал, столько заработал. Единственное, что нет условий для жизни. Да? Летом-то так хорошо, а зимой. А зимой плохо. Когда были дома, у нас и печка была, все. Было нормально. С сыном связь поддерживаешь? Нет? И он с тобой нет? А он знает, где ты? Честно. Наверное. Ну, за 7 лет-то. Ну, 100% ролики ж, наверное, смотрит. пытался как-то что-то найти, да? Или не пытался? Не пытался. Когда еще в этой приемной семье жил, то он мне еще звонил. А потом все. Ну вот увидев такой вот видеоролик, не знаю, наверное, ему, как думаешь, будет стыдно? Ну, наверное, да. А за что будет стыдно? За то, что ты так живешь, или за то, что он не ищет с тобой никакого общения? 10 лет все-таки ты как могла, я так понимаю. Ну, как бы забрать с приемной семьи, а куда его заберу? Мне некуда. Да и отдали бы. Как думаешь? Нет, конечно, куда поддали? Что б я сказала? Я ребенка заберу у лес? Оно, с другой стороны, может и неплохо сложились обстоятельства для него. Ну, я думаю, да. О чем ты сожалеешь в этой жизни? Честно. О многом. О многом? Что вот лишилась квартиры, что обманули родителей. Папа на машине разбился в 98 году, а мама от рака в 12 году умерла. У тебя оставалось жилье родительское. Ну, была квартира, да. Да? И обманули с квартиры. Осталось от бабушки с дедушкой. Ну, папиных А родителей. как тебя обманули? Ну, не меня, а родителей. А, Я же еще несовершеннолетняя была. ну ясно. В 90-е... Как-то переписали? Да. Сначала папа разбился, а потом маму там пугали, что меня будут по кускам собирать. Да. Были времена Да. сложные. Мама подписала документ. И все. Да. Очень грустно. Пытались судиться, и никакого толку. Маме еще штрафа дали. На то время $365. Слушай, бывает такое, что вот нет никого, там все на работе, вот так вот, как сейчас, лес шумит, солнышко. Ты сядешь, о чем-нибудь так глубоко-глубоко задумаешься, может быть, замечтаешься. Ну так. А Да. о чем? Если не секрет. Найти чемодан $. Ой, где-то эту фантазию я уже слышал. Ты не одна такая. Допустим, ты нашла чемодан $. А что дальше? Купила бы дом. Где-нибудь поближе к свалке? Ну,
поближе хотя бы к Минску. Я не Вот. знаю, даже в Тростенце каком. Мгм. Или тут в Стайках. Рядом озеро. Хорошо, природа. Да. Да. У меня есть удочка, ходила бы на рыбалку. Прикольно. Сны снятся тебе? Конечно. Можешь что-нибудь вспомнить? Может плохой, может хороший. Как тебе удобней? Сегодня, например, снила, что мы с Ленкой посреди поля, все в снегу, метель. Чё стоим, непонятно, чё стоим. И главное так, кто-то еще с нами был много, блин. Через пару метров друг от друга цепочкой. И все стояли. Ой, видишь. Странный сон, да? Но часто сню свою старую квартиру, что там живу. Да. Ну, так. А как пытаешься? Вот бывает, что как-то, ну, вы тут вот какие-нибудь развлечения себе придумываете? Ну, кроссворды. Особо тут не наразвлекаешься. Ну, да. Я тебя понял. Тут обычно, если погода позволяет, стараешься постирать, чтобы высохло, убрать. Чего тебе из банального может быть, вот, ну, такого не сверхфантастического, может быть, что в моих силах или в силах тех людей, которые тебя смотрят? Может быть, хотелось бы чего-нибудь? Жилье. Это сверхфантастическое, правда, Да. я тебе, вот не кривя душой. У Ленки вот частый запрос: привези мне, говорит, молочка с батоном. Ну, банально, понимаешь, это так кажется мелочь. Или, может, есть что-то жизненно такое вот, что вот надо здесь, сейчас, в лесу. Ну, что нам? Материал надо, чтобы до зимы успеть, до холодов сделать домик. Построить. Да, потому что, ну, в палатке это, я думаю, это не выход. Нет, нереально. Носите, как я уже Лене сказал, я Мгм. приеду, помогу построить. Ну, вот благо у нас вот эти... А инструмент есть весь? Ну, так, немного он есть там. Гвозди там, не знаю. Ну, ржавый гузен, молоток. Вот такая у нас пилка есть. О, Как она открывается, уже не помню. серьезно. Это на светофоре покупали. Покупали сами? Да. Молодцы. Ну, я с электропилкой приеду, помогу. Мгм. Чем смогу, тем помогу. Ну что, ездишь там на радио батарейки купить. Ну, бывает, тут попадается, но тут же не новые. Юлька, ввиду своего вот такого вот тяжелого жизненного опыта, тем людям, которые посмотрят это видеоролик, ты можешь что-нибудь порекомендовать или, ну, вот, посоветовать от себя, ввиду своего жизненного опыта? Что? Не будьте веслоухими, чтобы вас не бросили на жилье, как меня. Ну да. Спасибо большое тебе за интервью. Я думаю, что мы еще вернемся к тебе побеседовать, если ты будешь не против. Ну, конечно. Все ваши мнения, идеи и вопросы мы ждем в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать наши видеоролики. Спасибо. До свидания.